Что приготовить очень необычного и в то же время очень-очень вкусного из простой обыкновенной белокочанной капусты. Всем привет, друзья! Сегодня предлагаю необычный рецепт. Берем один небольшой кочан капусты, и нам понадобится ее просто очень-очень мелко нашинковать. Сколько будет капусты, зависит только от вас. Ну и вот примерно вот так у вас должно будет получиться нашинковать капусту. Полностью всю нашинкованную капусту перекладываем в отдельную глубокую тарелку. И для начала капусту в глубокой тарелке нужно будет немного посолить. После того, как посолили, вначале все легонько вот так вот руками перемешиваем, а затем стараемся руками капусту очень сильно отжать. Примерно у вас капуста должна будет уменьшиться в объеме в 2 раза после того, как вы ее вот так вот хорошо отожмете. Ну и вот такое вот количество капусты у меня получилось после отжимания. Повторяюсь, она уменьшилась примерно где-то в 2 раза. Тарелку с капустой пока что отставляем в сторонку. А дальше берем 2 небольших шампиньона. У меня сегодня вот такие вот королевские шампиньоны. И их нужно будет постараться очень хорошо измельчить. Чтобы получилось очень хорошо, постарайтесь их нарезать как можно меньшими кусочками. Измельченные шампиньоны отправляем в тарелку к капусте. После шампиньонов берем 100 грамм твердого сыра, в котором вы будете уверены, что он будет хорошо плавиться. И натираем его на крупной терке. Затем тоже отправляем в общую тарелку. Дальше, друзья, нам понадобится одно куриное бедро. Сегодня у меня будет копченое куриное бедро, но также можно использовать просто отваренное куриное бедро в любых ваших специях. Не берите куриную грудку, берите бедро, потому что с бедром будет намного сочнее. И вот это куриное бедро нам нужно будет нарвать на маленькие кусочки. Не нарезать на кубики, а нарвать на маленькие кусочки. Старайтесь нарвать как можно мелче. Ну вот как-то так у меня получилось нарвать копченое куриное бедро. Повторяюсь, можно взять и хорошо отваренное куриное бедро с любимыми специями. Полностью все вот это мясо мы отправляем в общую тарелку к капусте, сыру и грибам. После того, как вы добавили мясо в тарелку, берем ложку и очень хорошо перемешиваем все ингредиенты, которые у нас есть в тарелке. Затем в тарелку нужно будет вбить 2 куриных яйца. Далее вот это все нам нужно будет хорошо поперчить. Перец добавляйте по своему вкусу. Соль мы добавляли вначале в капусту, но потом можно будет попробовать, если соли будет мало, нужно будет еще добавить. Ну а в самом конце в тарелку нужно будет добавить 5-6 столовых ложек муки. Итак, после того, как вы добавили муку, ложкой перемешивать уже невозможно будет, я это знаю, поэтому не стесняемся. И вот так вот руками полностью все хорошо перемешиваем до полностью однородного состояния. Во время перемешивания очень хорошо будет все липнуть к рукам, так и должно быть, но в итоге у вас получится, как будто бы вы сделали мясной фарш. Ну и вот, после того, как вы хорошо все вымешали, в самый раз нужно попробовать, достаточно ли соли или перцу. Если нет, можно просто добавить. Устанавливаем сковородку на маленький огонь, добавляем в нее подсолнечное масло, дадим ему хорошо разогреться. Затем берем тесто, которое вы готовили, и мокрыми руками делаем небольшие, красивые, аккуратные котлеты. Укладываем их уже на раскаленное масло и обжариваем с каждой стороны на маленьком огне по 5 минут. Чтобы ваши котлеты очень хорошо прожарились внутри, сковородку нужно будет накрывать крышкой. Обжаренные котлеты снимаем в отдельную тарелку и дадим им немножко остыть. Ну а по итогу, друзья, у нас получается вот такая вот необычная и очень вкусная красота. Получаются необычные и очень-очень вкусные капустные котлеты. Подавать такие котлеты нужно еще теплыми, тогда вы почувствуете очень необычный и классный вкус. Вот такие вот они необычные получаются внутри, хорошо прожаренные. Подавать их лучше всего либо со сметаной, либо со сметано-чесночным соусом. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось, как обычно, лайк, подписка, колокольчик. Поделитесь таким рецептом с друзьями, я думаю, что им тоже очень понравится. Ну а если не понравилось, поставьте дизлайк, напишите почему и что вам не понравилось. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!